Закрываем капот. Упс. Ну ладно, да, все. Давайте очищу совесть и залью душу. Да, друзья, это я, тот самый человек, который сломал на Комтрансе 2021 «Газель». Упс. Хотя нет, конечно же нет. Это не «Газель», это Валдай-Сити. И да, я сломал Валдай-Сити. Ну как сломал, друзья? Нет, я просто закрыл капот. То, что он сделал таким образом, что при обычном опускании капота он ломается и больше не открывается, несмотря на все усилия сотрудников, которые там потом эту машину и там снизу, сверху, сбоку, как ни пытались открыть, так и не смогли. Моя-то вина здесь в чем? Я ничего такого с этой машиной не сделал. А что стоит с ней сделать, так это подробнее рассказать, потому что Валдай-Сити, несмотря на то, что максимально схож с Газелью Сити, он имеет с ней мало чего общего. Давайте разбираться подробнее. Вообще, с виду одинаковые абсолютно машины. Зачем газовцы так сделали, непонятно, потому что это выполнено на шасси и агрегатах Валдая Next, а это у нас уже старый, добрый панельно-каркасный автобусик на базе грузовичка «Газель». Но единственное, что здесь у нас идет уже морда от «Газели НН». Кстати, друзья, кто уже купил «Газель НН», сознавайтесь, дайте, пожалуйста, машину на тест. ГАЗ нам не дает машину и на тест-драйв не приглашает, поэтому давайте как-нибудь сами соорганизуемся, и нужно отснять «Газель НН», потому что она уже вышла, а мы ее до сих пор еще на Trucks TV не сняли. Нехорошо, непорядок. Значит, по внешности, по цвету, опять же говорю, непонятно, для чего они их выполнили в одном цвете и поставили рядом, потому что люди реально не видят между ними разницы. Но эти машины отличают, во-первых, ширина, высота и длина. Несмотря на то, что вот этот автобусик Валдай, как он называется правильно? Валдай-Сити, без Next, прости господи. Валдай-Сити выполнен на агрегатах. Не так. Давайте по порядку. Значит, двигатель Cummins 2.8, но с пристыкованным к нему одноцилиндровым компрессором, так как здесь пневматическая тормозная система, плюс у нас здесь пневматические двери. И как на газоне, на 10-тонном газоне, задний мост с пневмоподвеской. То есть теоретически эта машина должна быть относительно комфортна. Ну и благодаря тому, что здесь применена пневматическая подвеска задней оси, в эту машину установили еще систему книлинг. Книлинг — это система, которая позволяет автобусу приседать на пассажирскую сторону для облегчения посадки и высадки пассажиров. Ну и как вы видите, здесь довольно широкий дверной проем. Также у нас есть пандус для инвалидов. И уж давайте откровенно говорить, эта машина сейчас выглядит как возможный преемник уже я даже не скажу, он даже не устаревший, это уже просто древность, прошлый век, и я имею в виду ПАЗ-3205, которому уже давно пора отправиться в музей на заслуженный отдых, потому что действительно, еще раз повторюсь, на момент своего появления, на момент первых 10, наверное, лет выпуска это была действительно актуальная машина, недорогая в эксплуатации и в обслуживании. Сейчас этой машине пора уйти на покой. И как один из вариантов замены старого пазика это Валдай-Сити. Чем он отличается? Конечно же, он выгодно отличается тем, что здесь широкий дверной проем, здесь довольно большая накопительная площадка, но из-за того, что здесь используются агрегаты обычные грузовые, соответственно, у нас будет возвышаться пол в районе заднего моста, корма у нас на возвышении, и под задними сиденьями у нас располагается, кстати, багажник, и эту машину можно еще использовать и на пригородных маршрутах. Ну и, как видите, пандус здесь самый обычный, откидывается вручную. Никаких вам электроприводов, с кнопочек и так далее. То есть водитель будет это все вручную раскладывать. Далее. Почему я вообще топлю за панельно-каркасные автобусы? Да, это не наше изобретение. Такие машины ходят в Европе. Их часто можно увидеть на маршрутах с небольшим пассажиропотоком. И там действительно на базе спринтеров, например, Мерседесов встречаются такие автобусики. Они выгодно отличаются от тех фургонов со стеклами, которые колесят по дорогам нашей страны, тем, что здесь относительно комфортно пассажирам. Ну, во-первых, удобно заходить, широкий дверной проем. Сюда уже может мамочка с коляской зайти, сюда уже может человек на инвалидной коляске заехать. Кстати, вот эта штука, друзья, запоминайте, называется стропантен.
Страпонтен. Записали, заучили. Да, вот эта откидная штука Страпонтен. Не перепутайте, смотрите, есть еще одно созвучное слово, и на него садиться не надо, а сюда можно. Салон у нас рассчитан на 21 пассажира сидячего и 10 пассажиров стоячих. То есть сначала так бегал взгляд, такой, ой, такой маленький салон, сколько? 21 сидячее место, ничего себе. Да, представьте себе. Но чем мне, например, кажется неудобным этот салон, потому что здесь такие перепады высот, то есть здесь у нас уклон, сразу идет следующий подъем, плюс это все сдобрено ступеньками. И, конечно, в плане удобства это, конечно, не низкопольная городская машина. Ну, еще раз напоминаю, Валдай Next относительно дешевый среднетоннажник. И, соответственно, вот этот автобус должен получиться относительно недорогим. Сиденье в антивандальном исполнении, все по классике для городских машин. Подоконные линии находятся достаточно низко. И вообще, чем мне нравятся панельно-каркасные машины, тем, что здесь больше объема, больше воздуха. И если не будет эта сволочная расклейка рекламы, когда закатывают маршрутки полностью в рекламу, и здесь вот такими сотами, да, мелкими, от чего там, меня, например, сразу подташнивать начинает. Вот. А если стекла чистые, ты видишь свои остановки, ты любуешься красотами своего города, если ты не в Минске. Ладно, это надо вырезать. Ну и, конечно же, бюджетность вот этого автобуса, предназначение для нас, для бедных регионов, выдает отсутствие кондиционера, отсутствие разводки под кондиционер, хотя, возможно, будет вариация с компрессором кондиционера, который вряд ли осилит вот этот двигатель 2.8 на такую тяжелую машину с пневмосистемой и так далее. Не знаю, может быть будет, может быть нет. Ну а пока мы можем всегда поконфликтовать с соседом на тему дует и жарко. В общем, как-то так, друзья, выглядит салон. Действительно, он, наверное, будет не очень удобен пожилым людям, когда нужно карабкаться по этим ступенькам. То есть, если мы рассматриваем обычный автобус вагонной компоновки с заднемоторным исполнением, то там, скажем так, пожилых пассажиров есть выбор. Передняя площадка у нас, как правило, находится внизу. Людям не так проблематично забираться наверх, а молодые могут спокойненько поскакать на корму над двигателем, и эти ступеньки не являются препятствием. Здесь же, несмотря на то, что машина переднемоторная, но тем не менее сзади вы видите большое возвышение, как раз-таки из-за обычного моста, так как в низкопольных автобусах используются портальные мосты, здесь стоит в целях экономии, конечно же, обычный газоновский мост и газоновская же, судя по всему, пневмоподвеска. Да, кстати, дата старта начала производства в Валдай Сити пока еще неизвестно. А вот то, что известно совершенно точно, так это то, что производиться в Валдай Сити будет не на самом ГАЗе, а в городе Павлово. То есть перед нами сейчас самый что ни на есть пазик, паз Валдай Сити. Ну, хотя, конечно же, он будет называться ГАЗ и будет носить эмблему ГАЗа, но, тем не менее, знайте, что производиться он будет на пазе, поэтому можно его за глаза называть пазик. Ну, а тем временем на Авто.ру в разделе «Автобусы» представлены уже давно выпускающиеся панельно-каркасные газельки. И вот начиная, вот самое дешевое, что я нашел, начиная с 8-летней машины стоимостью 370 тысяч рублей, ну и заканчивая уже новым поколением за нескромные 3 миллиона 400 тысяч рублей. В общем, ссылочка на Авто.ру естественнейшим образом у нас будет в описании. Проходите, смотрите. А мы возвращаемся к Валдаю Сити. Щупаем, смотрим, рассматриваем и изучаем эту машинку. Несмотря на то, что здесь по большей части использована агрегатная база Валдая Next, но на самом деле здесь нет привычной газоновской рамы. Здесь у нас пространственная рама, ну, благодаря чему, собственно, удалось получить вот такой низкий уровень пола в средней части салона. Ну а здесь у нас в районе коробки передачи двигателя уже идут лонжероны, остатки, скажем так, рамы. Ну и если чуть более пристально рассматривать Валдай Сити снизу, то можно обратить внимание на несоразмерно мощную заднюю подвеску на кованых рычагах и двух подушках, мощная клетка лонжеронов несущего кузова, и при этом, что интересно, передняя часть кардана выполнена на шрусах, а задняя часть на крестовинах, что для машины такой массы выглядит довольно необычно. Но отдельно стоит рассказать про блок подготовки воздуха. Вот какая умная голова заинженерила его в такое место. Вот попробуйте понять, как поменять патрон осушителя, если его запрятали
за хитросплетение проводов и шлангов в самый угол элементов фермы. Да, вы можете сказать: «Эй, чувак, да это же просто выставочный экземпляр, на серийных машинах все это поправят». Да, может быть, оно так и есть. Но есть серьезные опасения, что это может также выглядеть и на серийных машинах. Вспомните хотя бы автобус Vector Next. Там даже такие простейшие операции, как доливка масла в двигатель или замена лампочек в передней оптике, превращается в квест. Такое ощущение, как будто бы те, кто проектирует и производит эти машины, забывают о том, что после того, как они покидают ворота завода, их потом эксплуатируют и обслуживают. Я вам ничего нового абсолютно здесь рассказать не смогу, потому что вы можете более-менее подробный видос по Валдаю Next посмотреть на канале, мы его снимали, и там про этот двигатель, про коробку передач достаточно подробно все рассказано. Но что могу сказать, и мне по-прежнему складывается ощущение, что все-таки, особенно для такой машины, это слабоватый мотор. Вот 3.8 Камин здесь смотрелся бы как нельзя лучше. Если сюда, еще раз говорю, поставить еще и систему кондиционирования и компрессор кондиционера, то этому движку придется несладко. А когда движок работает на, скажем так, пределе своих возможностей, то, соответственно, ресурс у него снижается. В любом случае, мои слова могут быть абсолютно не коррелировать с реальностью, время покажет, и очень надеюсь, что покупатели таких машин в краткосрочной перспективе не встретится с проблемами. Что касается подкапотного пространства, здесь, благодаря тому, что двигатель у нас маленький, относительно маленький, конечно же, места здесь достаточно много, но в любом случае, чтобы здесь что-то обслуживать, нужно ставить табуреточку и только так залазить. И поэтому мы с чувством выполненного долга закрываем капот и продолжаем рассказывать об этой машине. Коробка передач здесь шестиступенчатая, такая же, как на Валдае Next, производство ГАЗ. И что удивительно, я не знаю, это на выставку сделали или действительно как-то поработали над механизмом выбора передач, потому что сейчас передачи просто переключаются одним пальчиком без какого-либо усилия. Первые газели, газоны, на Валдае мы ездили, избирательность усилий на рычаге, конечно же, оставляют желать лучшего. Ну а сейчас, я не знаю, может быть, что-то доработали, допилили, я не знаю. Опять нужно ездить на этой машине. Но так как ГАЗ не дает ни на чем ездить, поэтому, друзья, только надежда на вас. Если вы являетесь обладателем чего-то такого подобного новенького, пожалуйста, пишите в комментарии или пишите на почту или в Инстаграм. Обязательно надо все это дело поснимать. Что касается интерьера, точнее передней панели, торпеда, здесь все точно такое же, как на Газели. Несмотря на то, что, казалось бы, если это называется Валдай Сити, то должна быть валдаевская торпеда и валдаевская приборка. Но нет, друзья, здесь все газелевское. Газелевский руль. Руль обычный, не мультифункциональный, подрулевые переключатели, здесь все один в один, как на Газели, никаких отличий вы не найдете. Конечно же, за исключением того, что здесь, например, мне кажется, коротковат кронштейны зеркал, они должны быть чуть-чуть подлиннее. Объясню почему. Вот кузов этого автобусика, он гораздо шире, чем панельно-каркасного Газель Сити. И поэтому зеркала здесь нужно удлинять, чтобы у водителя был больший обзор. Сейчас, мне кажется, этого обзора не хватает. Подлокотники для удобства водителя, безусловно, это классно, что они есть, потому что без подлокотников бывает очень туго. Особенно так как кузов широкий, водитель сидит, получается, ближе к центру, к оси автомобиля, то сюда тупо просто не дотянуться, чтобы положить руку. Далее, по кнопкам здесь размещается блок управления освещением, отопителями, есть рация, ручник, так как пневматическая система тормозов здесь тоже пневматический, располагается слева от сидения водителя. Дальше, шторка солнцезащитная, шторка очень крутая, не вот эти вот грохающие, да, со шнурочком, дернул шнурок, она такая бам! Нет, здесь обычная шторка, но шторка только вот с этой стороны, дальше у нас зеркало, с той стороны шторки нет. Отсутствует шторка с правого стекла, с левого стекла, но, возможно, из-за того, что это выставочный экземпляр, на рабочей машине, может быть, это все будет. Если не будет, водители сами будут колхозить вот эти занавесочки. Ну что, друзья, это был вот такой экспресс-обзор с выставки.
Пишите в комментариях, интересен вам такой автобус, считаете, что это достойная альтернатива ПАЗу 3205, или все-таки тоже что-то не то пальто, как говорится. Ну, на этом, как говорится, все. Дизлайк, отписка, а пока всем пока.